Конец декабря – самое время подводить итоги уходящего года. В этом году бывало всякое, но он уже хорош, потому что у нас появилась наша чапка. Это мой маленький хвостик. Это чудо чудесное, в котором мы все души не чаем, и на которое просто невозможно смотреть без улыбки. Каждому из нас этот год принес какие-то открытия и достижения. Мистер Джокер закончил университет и отправился служить в армию. Рядовой Яворовский готов поделиться первыми впечатлениями о стрельбище. Мы благодарны телеграм-каналу «Локатор» за эти фото и видео, которые останутся нам на память. Милана разгадала секрет нарезки самой мягкой булки практически без единой крошки. Поступила в университет и спасла 2 маленькие жизни. Тинки и Винки, теперь их зовут так. По и Муха. За этих малышей тоже можно уже не беспокоиться. У них отличный аппетит и очень бойцовский характер. Выходит, я тоже могу похвастаться 2 спасенными жизнями. А вот с выполнением плана, составленного в декабре прошлого года, все обстоит не так радужно. Как и было запланировано, мы с вами посадили маленький саженец поддуба, который хоть и не сильно подрос, но все же и не засох. Из 2-3 запланированных высоких грядок мы сделали 8. Да, из овощных, изображенных на плане, было построено только 5, но к ним добавились еще 2 клубничные и 1 для луковичных растений, которые, я надеюсь, порадуют нас с вами цветением будущей весной. Мы исправно покупали каждый месяц какую-нибудь красивую посудку. Этот пункт плана был даже перевыполнен, так как мы с вами не обходились одним экземпляром. Но 4-й пункт совершенно подкачал. Не могу сказать, что в этом году я совсем не брала кисти в руки, но все же я не добавила ни одного храма в свою серию картин «Храмы мира». Но я полностью осознала то, что мне придется сделать выбор: или я пишу картины, или снимаю видео, так как успеть все и сразу для меня на данный момент не представляется возможным. Зато я купила этого милого кота, написанного каким-то неизвестным художником. Который поселился в Миланиной комнате по соседству с кроликом, написанным самой Миланой. Носить юбку каждый 3-й день. Может быть, оно бы так и было, но оказалось, что уточки все без исключения панически боятся меня в этом образе. По всей видимости, они думают, что это что-то из оперы «Черт в юбке», и, видя меня в таком наряде, в прямом смысле выходит по стенам из утиного домика.
Как видите, у этого пункта просто не было шансов. Но я часто снимала свои видео в юбках и одевала их летом в каждый свой выезд в город, что, к слову, было очень приятно. Поэтому можно считать этот пункт на процентов 30-40 выполненным. С прошлым планом разобрались, пора составлять новый. Самым первым пунктом поставим реконструкцию стен и крыши мастерской. У меня совсем нет желания снова окунаться в глобальную стройку. Но этот пункт не из разряда «хочу», а из разряда «надо». Вторым пунктом будет высадка сосенки, клеников и дубков. В этом году мы посадили небольшой хоровод елочек, в следующем немного разбавим эту милую компанию. Также нужно будет заменить сломанную во время грозы яблоньку на новое молодое деревце. Очень хочется в следующем году постигнуть тайну мастерства сварочных работ. У меня есть профессиональный мастер этого дела, но мне хочется преодолеть свой страх перед всеми этими искрами и получить новые знания. Я уже решила, каким будет мое первое творение, и мы с вами обязательно его увидим в наступающем году. Следующим пунктом будет освоение навыков езды на велосипеде. Несколько лет назад я уже делала подобные попытки. Это было очень смешно и очень больно. Возможно, на этот раз меня будет ждать лучший результат. О, прошу прощения, у удочек идет совещание, не будем им мешать. Этот год, по всей вероятности, будет годом преодоления самой себя. Пожалуй, еще пошьем дюжину юбок и фартухов для наших уютных видео. И каждый месяц будем покупать какую-нибудь древнюю штучку. Этот пункт будет самым приятным в исполнении. Ну и последним пунктом нашего плана будет добросовестное ведение книги больших и маленьких дел и заданий. Эту тетрадь я сделала из остатков бухгалтерских журналов. И буду записывать в ней все мои задачи за исключением ежедневных. Будет интересно узнать в конце года, сколько задач будет поставлено и сколько задач, запланированных мной, будет решено. Такое небольшое соревнование с самим собой хорошо смотивирует на то, чтобы год не прошел впустую. В принципе, это не обязательно должно быть соревнование с самим собой.
вы тоже можете присоединиться к нему. Но это в следующем году. А сейчас я отправлюсь на кухню, чтобы подготовиться к нашей с вами встрече ровно через неделю. Заходите, должно быть вкусно. Всего вам доброго и спасибо за лайк.